Скорпионы, приветствую вас на моем канале. Это ваш гороскоп на май 2026 года. Делитесь, рассказывайте, как у вас прошел апрель. Очень многие пишут, что прошел без событий, тихо, все как и было, ничего не происходит в жизни. А для кого-то перемены были судьбоносные: увольнение, развод, переезд, беременность. Делитесь, вы в какой команде, что у вас происходило в апреле. Там Уран перешел в новый знак, планета неожиданностей, планета молния каких-то новостей. Делитесь, рассказывайте. Итак, в мае вас ждет мощный личный рубеж, серьезные разговоры с партнерами, большие деньги и важные новости издалека. Самое главное, вы получите первые результаты того, что начали полгода назад. Май покажет, правильным ли курсом вы шли и что нужно подкорректировать. 1 мая происходит полнолуние прямо в вашем знаке. Оно ваше личное, оно высветит вас самих, ваш имидж, тело, желания и все, что вы транслируете в мир. Вы увидите себя как в зеркале, только зеркалом будут люди напротив вас и события в вашей жизни, которые сложатся в ближайшие 2 недели после полнолуния. Весь месяц очень сильно включена тема партнерства: муж, жена, любимый человек, деловой партнер, заказчик, клиенты, судебные процессы, оппоненты. Люди напротив вас займут ваше внимание целиком. Ситуация в делах близких вас людей, их мнения, их интересы будут напрямую влиять на ваши личные планы. Придется договариваться, искать компромисс, пересматривать условия, ставить точку и расходиться с людьми, с которыми вам не по пути. Момент истины для ваших союзов. Во второй половине месяца фокус сместится на общие финансы, кредиты, долги, инвестиции, наследство и все, чем вы владеете вместе с кем-то. Если вы ждали выплат, возвратов, одобрений по заявке, май даст вам ясность. Деньги либо придут вам в руки, или придет документ, который закроет этот вопрос. Еще одна актуальная тема — это поездки, учеба, новости издалека, контакты с иностранцами. Венера — планета партнер по вашему счастью. И с 19 мая она переходит в 9-й дом гороскопа и будет помогать вам с визами, поездками, экзаменами и любыми делами международными, которые связаны за границей. Если вы чего-то ждали издалека, ждите добрых вестей во второй половине месяца. А Плутон, ваш главный управитель, в мае замедляется и уходит в ретроградное движение до середины октября. Значит, давление по дому, семье и жилью немного вас отпустит, и вы сможете спокойно пересмотреть то, что наболело за последние месяца. Давайте посмотрим, что вас ждет. А пока пишите в комментариях: во благо мне и моей семье, принимаю с благодарностью счастье. Мои подписчики знают, все, кто оставляют это в комментариях, гороскоп проигрывается в плюс на самых высоких вибрациях и этажах. 1 мая происходит полнолуние в вашем знаке, в вашем первом доме гороскопа. Это кульминация, итог и результат того, что вы заложили полгода назад по новолунию в вашем знаке. Сейчас это выходит на пик, что-то завершается, что-то станет явным, а что-то заставит вас посмотреть на себя по-новому. Полнолуние в Скорпионе всегда эмоциональное, глубокое. Оно вскрывает темы контроля, ревности, близости, общих финансов и всего, о чем вы молчали. Оно вытаскивает наружу правду, и вы уже не сможете делать вид, что ничего не происходит. В личной жизни полнолуние может принести вам результат, которого вы ждали. Если вы полгода назад решили заняться собой, похудеть, сменить имидж, сейчас вы увидите результат. Кто-то из вас получит документ на свое имя, новый паспорт, загранпаспорт, свидетельство о браке, разводе, смене фамилии. Наконец-то вы примете решение, которое откладывали, и скажете себе: все, я начинаю жить иначе. И это будет не просто какие-то слова, а реальный шаг. У вашего супруга, партнера могут быть перемены, и они напрямую скажутся на вас. К примеру, там муж, жена получают повышение в должности или наоборот теряют работу, и это меняет расклад в семье. Ваш партнер может принять решение, которое перевернет ваш общий быт. Деловой партнер может объявить о выходе из доли или предложить какое-то решение. Перемены станут очень значимыми для вас и коснутся финансовой стороны. Тема интима и контроля тоже обострится. Если в вашей паре есть недоверие, ревность, это все всплывет. Если вы что-то подозревали, правда может скрыться. Возможно, напряженные разговоры, ревность, ультиматумы. Но тут же может случиться и наоборот, вы наконец-то поговорите, что вас душило годами, выскажитесь, и окажется, что партнер вас понимает. И наконец-то вы выдохнете.
Скорпион не умеет просто поговорить и забыть. Разговор будет или последней каплей, точкой, или началом полной перезагрузки ваших отношений. Так как Скорпион управляет чужими финансами, общим бюджетом, долгами, кредитами, наследством, то полнолуние может принести вам итог по денежному вопросу, который висел. Вам вернут долг, о котором вы уже забыли, придет страховая выплата какая-то, налоги, возврат налогов, всплывет сумма, которую вы должны, и придется ее отдавать. Так вот, это будет государственная выплата, которую ждали, и вы будете решать, куда ее направить. Самое главное, это полнолуние даст какое-то завершение какой-то темы. Действует оно в ближайшие 2 недели после 1 мая. Оно ставит точку, что-то закончится, отношения, которые себя исчерпали, работа, которая перестала вас кормить и радовать, внутреннее состояние, с которым вы жили годами. Может, вы избавитесь от какого-то страха. Вы можете просто хлопнуть дверью, уйти и сказать «все, прощайте» и почувствовать огромное облегчение. Скорпион убирает только то, что уже все себя изжило. И кризис тут — это трансформация ваша. Вы пройдете через нее и станете сильнее. Если какая-то правда вскроется, дайте себе время, не рубите с плеча. Потому что могут быть скорпионе полнолуние может толкать на крайности, но все может быть не так, как вам кажется. И это не конец на самом деле. И берегите тело. Первый дом — это ваше физическое состояние. Может накрыть усталостью, головной болью, давлением. Не перегружайте себя, отдохните, отложите рискованные дела. Это ваше личное полнолуние, результат, итог. Перемены у партнера, которые касаются вас. Правда в отношениях, финансах, близости. Что-то завершается, но только для того, чтобы освободить место для новой главы в вашей жизни. Делитесь, пишите, что у вас там происходит. Может, уже у вас планы на эти даты начала мая. Если вы впервые на моем канале, я делаю личные разборы в PDF-формате. Можете писать на электронную почту, которую вы видите на экране, или Telegram, Instagram в описании канала. Не путайте видео, в описании канала есть все ссылки. Цену я буду поднимать, так как очень много времени, энергии уходит, вас много, я одна. И запись всегда идет как минимум на 2 недели вперед, учитывайте это. 3 мая Меркурий переходит в знак Телец, в ваш 7-й дом гороскопа. С 3 мая на несколько недель вперед у вас будет плотный информационный поток между вами и вашими клиентами, между тем, с кем вы связаны договоренностями. Вам будут писать, звонить, присылать документы, звать на встречи, просить озвучить условия. Меркурий в Тельце говорит только по делу и почти всегда о деньгах и цифрами. Поэтому готовьтесь обсуждать суммы, ставки, проценты, сроки выплат, раздел бюджета. Может быть, ваш супруг сообщит вам, супруга, что ему подняли зарплату, и вы сядете обсуждать, куда направить эти деньги. Или у вас какие-то общие финансовые траты, вы будете распределять свой бюджет. Партнер может вам сообщить, что доход упал, нужно пересматривать траты. Деловой партнер, если вы работаете в сотрудничестве, принесет вам какой-то договор на подпись, скажет, что хочет поменять условия, процент. Будет у вас больше клиентов, звонков, вам будут переводить, возможно, деньги, именно банковские переводы от заказчиков, оплаты услуг, закрытие счетов. Если вы работаете, и вы тоже будете переводить деньги куда-то, что-то бронировать. Если вы работаете с людьми, эти недели принесут вам рост заявок, записей на консультации и сообщений с конкретными запросами. Сколько стоит это, как можно начать. Отдельная тема — документы. Меркурий в Тельце может дать вам открытие счета нового банковского, пересмотр актов, контрактов, соглашений каких-то. Вам будут присылать договора на проверку, счета на оплату, акт выполненных работ. Если у вас есть юрист, агент, от него тоже будут приходить вести какие-то, возможно, с конкретным предложением от второй стороны. Еще Меркурий отвечает за поездки. В 7-м доме это поездки, связанные с партнером или по делам партнера. Вы будете куда-то вдвоем ездить, что-то решать, общие вопросы какие-то, или вас позовут на встречу, на мероприятие какое-то вместе с вашим партнером. Может клиент назначить встречу, договор какой-то с клиентом, подписание, переговоры. Еще Меркурий отвечает за транспорт, билеты, логистику. Все это сейчас будет под управлением Меркурия, поэтому планируйте заранее, перепроверяйте все даты.
Период очень активный, тут ни про какое одиночество в мае не идет речь, будет очень много общения, коммуникаций, диалогов. Чем больше вы общаетесь, тем больше денег и ясности приходит в вашу жизнь. Отвечайте на запросы, на сообщения, не тяните с ответом, выставляйте счета, запрашивайте обратную связь. Меркурий в Тельце, он медленный, но упрямый, он всего добьется. И если вы с партнером не можете договориться, вы рискуете застрять в бесконечных обсуждениях одной и той же суммы. Не превращайте диалог в битву за каждую копейку. Все, что вы пообещаете устно, будет воспринято как договоренность. Будьте осторожны, следите за своими словами. Сейчас они имеют очень большой вес. Сказали, значит делайте. Если не уверены в этом, тогда промолчите. 5 мая напряженный день. Марс, ваша планета-управитель в Овне, будет в шестом доме, из шестого дома гороскопа делать напряженный аспект к Юпитеру в Раке в вашем 9 доме гороскопа. И вас будет разрывать между бытовыми вопросами и большими планами. Вам придется отложить какую-то поездку, учебу из-за аврала на работе или наоборот из-за каких-то визовых вопросов сорвутся рабочие проекты. Возможно, у вас появится желание уволиться и уехать куда подальше, потому что уже накипело. Но не делайте этого 5 мая, потому что квадрат Марс-Юпитер раздувает все и дает эйфорию от собственной правоты, что вам будет казаться, что вот ваше мнение правильное и больше нету никакого, что вы можете на этой почве разругаться и с начальством, и с коллегами, но последствия будут тяжелыми. Будьте осторожны. 6-й дом отвечает за коллектив, поэтому конфликты с коллегами или подчиненными на почве там каких-то разногласий могут раздуться до каких-то невероятных масштабов. Они будут настаивать на своем, вы на своем, и договориться будет сложно, потому что Марс в Овне рубит с плеча, Юпитер в Раке делает всех обидчивыми, эмоциональными. Слова могут ранить сильнее, чем обычно. Если вам покажется, что кто-то лезет в вашу зону комфорта, в вашу зону ответственности, выдохните. Это не война, просто такой вот напряженный день. Еще очень важна тема здоровья, потому что Марс в шестом доме дает воспалительный процесс, вспышки температуры, боли в мышцах от перегрузки. А Юпитер в 9 доме может добавить проблемы с желудком на нервной почве. Будьте осторожны, если вы чувствуете, что вам плохо, если вы устали, не геройствуйте, лучше возьмите пару дней выходных или больничные. В эти дни до 5 мая и после, в районе этой даты, будьте осторожны, не подавайте никаких исков, не посылайте гневных писем в госорганы, не угрожайте никому судом или расправой. Марс и Юпитер в квадрате делает из мухи слона. Вы рискуете раздуть конфликт, который будет тяжело разгребать, и это затянется на месяца. И будьте осторожнее в дороге, если куда-то едете, проверяйте машину, не гоняйте лишний раз и не садитесь за руль в состоянии стресса или алкогольного опьянения. 14 мая Солнце в Тельце соединится с Меркурием в вашем 7 доме гороскопа. День, когда ваши отношения с партнером проходят проверку на прочность и честность. Солнце — это планета, которая высветит на самом деле, как обстоят ваши дела. Вот когда они соединяются с Меркурием, разговоры с глазу на глаз перестают быть просто беседой, а становятся конкретными решениями, тем, что будет зафиксировано и не подлежит пересмотру. В отличие от обычного транзита Меркурия, который просто приносит сообщения, переводы, поездки, тут энергия совсем другая. Солнце высвечивает суть. Вы увидите, чего на самом деле стоит человек напротив. Или он увидит вас, какой вы есть или какая вы есть. Это не обмен новостями, а момент истины. Партнер может сказать то, о чем молчал месяцами. Или вы сами озвучите то, что давно не знаю, держали внутри и хотели высказать. И это будет не просто сказано, вас услышат, и это примут как данность. Может быть, муж ваш или ваша жена раскроет свой реальный доход или настоящий размер долга. Деловой партнер может предложить какие-то бумаги с итоговыми цифрами и скажет: вот условия, подписывай, иначе я по-другому работать не буду. Клиент может назвать сумму, которую готов платить, и вы поймете, что нужно идти на уступки или захочет от вас скидку какую-то. Если у вас есть какие-то судебные процессы или вы в переговорах с оппонентами, вы получите вердикт или предложение, которое все расставит по местам. А если вы ждали какого-то известия от партнера, то вы его услышите, вы его получите.
Еще может проиграться как договор купли-продажи, который состоится в районе 14 мая, либо договор на аренду вы подписываете новый, не знаю, договор по ипотеке. Седьмой дом – это любые договора и документы на бумаге. Что-то очень важное в районе этой даты к вам придет. Самое главное, не ставьте ультиматум. Если правда окажется неприятной, не надо рубить с плеча. Фраза, сказанная вблизи этой даты, будет иметь вес очень сильный, и ваши слова тоже будут иметь вес. Даже если захотите потом все вернуть назад, ваши слова запомнят и могут потом вам их припомнить. Дайте себе хотя бы день-два, чтобы переварить услышанное и принять решение. Не давите на партнера, потому что телец упрямый знак. Если вы загоните его в угол, вы получите не решение, а глухую стену. Этот день принесет вам ясность, какие-то цифры, которые вам назовут и положат на стол, скажут, вот стоимость, вот цена, соглашаетесь или нет. Неважно договоры. К примеру, вы нашли квартиру, вам говорят, вот эта цена. Или вы нанимаете человека, чтобы предоставил какие-то услуги, вам скидывают этот договор, счет и говорят, вот такая-то сумма выйдет. А уже 17 мая Меркурий переходит в Близнецы, в свой знак, где он силен. Итак, Меркурий в Близнецах еще и будет соединяться с Ураном, и все это будет происходить в вашем 8 доме гороскопа, секторе чужих денег, больших денег, кредитов, долгов, налогов, систем, страховок, наследства, общих финансов с партнером, вопросы трансформации, интимности, страхов. Меркурий дает информацию, а Уран отвечает за внезапность, поэтому в районе этих дат вы получите какую-то новость о деньгах, которую не ждали. Она придет резко, без предупреждения и потребует быстрой реакции. Может быть какой-то штраф, письмо о штрафе, о котором вы не знали. Может быть уведомление от банка, решение по кредиту, известие о долге, о выплате, о компенсации, сумма или упадет вам на счет какая-то, или вы узнаете, что должны платить за что-то. Середины тут не будет, новость будет неожиданна. Может быть, вам скажут, что вы одалживали деньги, что долг вам не вернут или вернут, но с задержкой. А для кого-то это может быть одобрение неожиданное по ипотеке, быстрее, чем вы ожидали. Вам отправят точные условия, назовут их, придет налоговое уведомление, возврат. Вам сообщат о страховой выплате, медицинской или по дому. Кому-то из вас партнер скажет, я получил деньги, давай решать, куда их вкладывать, как распределять и на что будем тратить. Давай составлять смету, список. Может прийти перевод от клиента, который вы уже не ждали. Уран – это скорость, поэтому все будет происходить молниеносно. Утром вы чего-то можете не знать, а уже вечером разбираться с какой-то крупной суммой. И 18 мая Марс переходит в знак Телец. Ваш 7 дом гороскопа, партнерство, там, где Меркурий, там, где новолуние было. Марс – это действие, это напор, это воля. После того, кстати, новолуние 16 мая, за день до этого, сейчас я вам расскажу по новолунию. После того, как Меркурий и Уран взорвали ваш 8 дом какими-то новостями, Марс дает этому физическое продолжение. Вы не просто получаете информацию, вы идете и действуете, вы идете и подписываете к юристу, в банк, к нотариусу, вы начинаете действовать. Не просто разговоры, а реальные решения. Может, вы распределяете бюджет, или ваш муж, жена потеряли работу, и теперь все на вас, на ваших плечах. Вы все это обсуждаете, кто за что отвечает, как вы будете распределять деньги. Можете получить какие-то деньги и сразу пустить их в дело, инвестировать, вложить. Марс в Тельце, он такой медлительный, но он своего добивается. Если вы сейчас начали разговор или процесс по финансам, поверьте, вы его доведете до конца. Сил, энергии вам хватит. Главное, не давите, не передавливайте там, где вы можете договориться. В любом случае, финансовый вопрос, который будет назревать, он будет связан с вашим мужем или с вашей женой. Это 100%. Или с вашим деловым союзником, клиентом. Деньги придут от человека или деньги потребует кто-то от вас. Если у вас судебный процесс, развод, раздел имущества, то тут вам придет ответ, сумма. Уран может дать внезапные новости. К примеру, все, муж отказался от всего, оставляет вам. Либо муж передумал, теперь он у вас что-то хочет отсудить.
Тут решение будет и будет внезапным. Вам придется решать какую-то финансовую задачу и выстраивать отношения. 16 мая происходит новолуние в Тельце в том же 7-м доме гороскопа. Это начало нового цикла в финансовой теме. Сейчас вы закладываете фундамент в отношениях с деловыми партнерами, с клиентами. То, что вы начинаете в эти дни, будет расти в ближайшие полгода и принесет вам реальную материальную выгоду. Новолуние — это еще и новость. Вам могут сообщить то, что запустит новый этап в вашей жизни. Партнер предложит съехаться, открыть общий бизнес, пересмотреть бюджет. Клиент может прислать вам заявку на какое-то долгосрочное сотрудничество, на коллаборацию. Вы сами можете озвучить то, что давно зрело, и это станет началом большого пути. Новолуние в Тельце — это лучшее время, чтобы прописывать свои желания, особенно материальные, конкретно в цифрах, в сроках. Телец — знак, который отвечает за финансы. Он любит, когда вы фиксируете все на бумаге, чего вы хотите от партнерства, от денег, от союзов. Не просто хочу счастья, а хочу конкретно чего, когда, сколько. Кстати, я сделала наконец-то карту желаний, гайд, инструкцию, как правильно делать себе карту желаний. Инструкция, по которой я последние 5 лет, которой я пользуюсь, с которыми я сама работаю. Если вы хотите заложить свои цели правильно, не просто мечтать, а получить результат, я оставлю ссылку в закрепленном комментарии под этим видео. Можете переходить, приобретать этот гайд. Там цена $9.99 в долларах. Если вы подписаны на мой телеграм-канал, то 1 мая цена, по-моему, $4.99, если я не ошибаюсь. Новый цикл запустит в партнерстве что-то новое. Для кого-то это будет брак, подача заявления в ЗАГС. Может быть, новые отношения принесет вам. И это будет партнер, который уверенно стоит на ногах в финансовом плане. Может быть, предложение руки и сердца. Прописывайте свои желания по новолунию, в деньгах, конкретно, в суммах, в своих планах. И начинайте что-то новое, что можно потом монетизировать. Это супер новолуние для финансов. Может быть, вы подписываете новый контракт, не знаю, на работу, который принесет вам доход, или придет какой-то новый клиент, который приведет потом еще много своих знакомых, и вы на этом будете очень хорошо зарабатывать. 19 мая Меркурий в Близнецах будет делать благоприятный аспект. Плюс в этот же день Венера переходит в знак Рак, в ваш 9-й дом гороскопа. День, когда одно ваше слово может закрыть вопрос с деньгами и домом, а Венера на несколько недель вперед включает дальние горизонты. Итак, аспект между Меркурием и Плутоном. Может быть звонок, письмо, подпись, которая решает то, что висело, то, что связано с финансами, жильем, с вашей семьей в последнее время. Ипотека, наследство, раздел имущества. Вопрос, который тянулся, сейчас закроется. Очень важно, какую роль вы в этом будете играть, потому что ваше слово будет иметь вес. Вы можете финальную бумагу какую-то подписать, и все разрешится окончательно. Но благоприятный аспект — это хорошие новости будут. Может быть, вы, не знаю, помогаете финансово своей семье, своим родителям, закрываете вопрос с этим, либо вы выплачиваете, наконец-то, это последний платеж, вы выплатили ипотеку, вы купили свое жилье, вы арендовали новое, лучшее. Тут вопрос, который связан, вопрос деньги равно семья, деньги равно дом, закроется в вашу пользу. Новость придет хорошая. Если вы ждали выплату, компенсацию какую-то, государственные, не знаю, какие-то переводы, вот в районе 19 мая все разрешится. Венера переходит в знак Рак, ваш 9-й дом гороскопа, на несколько недель. Это планета комфорта, денег, удовольствия. Рак отвечает за уют, заботу, за дом. 9-й дом — это юридические дела, все, что связано с другими странами, поездки, миграция, учеба, контакты вообще какие-то с иностранцами, с международными компаниями. Венера в Раке будет создавать вам благоприятные условия везде, где есть какой-то иностранный след. И в поездках, в документах, в работе. Если вы живете в эмиграции, Венера может принести вам улучшение жилья. Вы найдете дом или квартиру в лучшем районе, более комфортную, уютную, возможно, рядом с водой.
Переедьте туда, где вам будет тепло, спокойно. Если вы снимаете жилье, арендодатель окажется приятным человеком, пойдет вам на уступки. Вы будете улучшать свое жилищное пространство, покупать мебель, гаджеты какие-то. Если вы покупаете жилье или работаете в недвижимости, очень благоприятный аспект, тут подвернется удачный вариант, хороший клиент, цена классная. Венера тут будет вам помогать. Общение с иностранцами станет легче и приятной. Новости издалека будут хорошие приходить. К вам будут тянуться люди, видеть вас родного человека. Если вы работаете с клиентами из разных стран или разных национальностей, ведете переговоры с руководством из-за рубежа, вас будут слышать, вам будут идти навстречу, на уступки. Венера в Раке — это обаяние на уровне «я тебе доверяю, потому что ты очень теплый такой человек». Если вы сдаете экзамены, защищаете диплом, переходите, не знаю, проходите какую-то сертификацию, аттестацию, получаете права, то Венера смягчит экзаменаторов, сделает вашу речь более плавной, убедительной, вы будете нравиться, даже если вам кажется не все идеально. Преподаватели будут к вам лояльнее. Конечно же, вопросы ВНЖ, ПМЖ, гражданства, визы, разрешений, судебных решений — все это 9-й дом, и Венера в Раке принесет уступки со стороны чиновников и судей. Вам могут одобрить то, что раньше тормозили, могут сократить сроки, уменьшить пошлину, закрыть глаза на мелкие ошибки. Если у вас есть судебные процессы, оппонент может смягчить или предложить новую мировую на выгодных условиях. Поездки за границу в этот период будут удачными. Венера в Раке отвечает за отдых, когда можно расслабиться. Отдых, который похож на возвращение домой. А может, вы действительно возвращаетесь домой из эмиграции, в гости к родителям едете, или они к вам. Даже поездки в какую-то другую страну будут для вас очень комфортными. Вы будете чувствовать себя в своей тарелке. Хороший отель, вкусная еда, душевные встречи. Может, у вас поездка за границу на какое-то торжество, не знаю, семейный праздник, или вообще у вас отдых, отпуск совместный, да, всей семьей. На несколько недель вперед включается комфорт и гармония в сфере поездок, иммиграции, юридических документов, учебы и любых контактов с другими странами. Жилье за границей улучшится, отношения с родственниками станут мягче, особенно с женщинами в вашем роду, и документы пойдут легче. 21 мая Солнце переходит в знак Близнецы и 22 мая соединяется с Ураном в вашем 8-м доме гороскопа. Это 8-й дом, как я уже говорила, банки, крупные системы, налоги, страховые, долги, алименты, инвестиции, общий бюджет с партнером. И в районе этой даты может быть какая-то новость, связанная с банком, с финансами, которую вы не ждали. Одобрение крупного кредита, или вам там банк отправит письмо с кредитной картой, там одобренной уже. Я знаю, что в Америке есть такая система. Или может быть внезапный отказ, вы не ожидали, вы хотели купить там дом, бизнес, помещение какое-то, и вам отказали. Может быть возврат налога, штраф, перевод крупный какой-то от клиента или требование погасить задолженность. Еще партнер может сообщить о финансах, которые меняют ваш общий расклад. Но 8-й дом — это еще и большие деньги, поэтому кому-то из вас придет крупная сумма денег, если вы раньше вкладывались, или если вы с партнером на процент работаете, процентная ставка у вас какая-то, то может упасть очень хорошая сумма, выплата за то, что вы проделали раньше, за какую-то работу. 8-й дом — это еще и дом кризисов и экстремальных ситуаций, трансформаций. Уран тут дает внезапность, которую вы не можете предвидеть. В районе этой даты, несколько дней до, после 22 мая, будьте осторожны за рулем, не садитесь уставшими, не нарушайте правила дорожного движения, проверяйте машину перед поездкой. Если вы там в отпуске и планировали какой-то экстремальный вид спорта или туризма какого-то, то лучше отложите. Еще 8-й дом — это чужие тайны и скрытые процессы, и вам может открыться то, что от вас скрывали. Финансовая ложь партнера, махинации на работе, информация о наследстве, которую вы не знали. Уран вытаскивает это резко, без подготовки, и вы можете испытать шок, но помните, лучше знать правду, чем жить в иллюзии. Будьте осторожны, если у вас есть какие-то хронические заболевания, не знаю, там, может быть, вы ощущали там зубную боль временами, но все никак не было времени дойти, то сейчас вот в районе 22 мая
Может быть ситуация, когда все уже прям проснулись ночью от зубной боли и срочно нужно к стоматологу. То, что вы пытались, не знаю, на что вы пытались закрыть глаза, сейчас может всплыть по здоровью. Будьте осторожны. И на работе у вас могут быть какие-то налоговые проверки. Будьте осторожны, никаких черных схем, работы по черному или нелегально. Не вписывайтесь в какие-то схемы непонятные, где вам говорят, что это быстрые деньги, вложите и вот получите. И будьте осторожны, еще и мошенничество тоже может быть. Там какую-то ссылку вам отправят, по которой надо перейти. Тут нужно быть осторожными. В этот же день, 22 мая, Венера делает благоприятный аспект к северному узлу в Рыбах в вашем 5-м доме гороскопа, секторе радости, праздника, любви, творчества, всего, от чего вы чувствуете себя счастливыми, радостными. Новости, которые будут приходить в этот день, несколько дней позже, будут не про работу или рутину, они будут, не знаю, какие-то теплые, которые греют вашу душу, может быть, события у ваших детей, если у вас взрослые дети, или какой-то выигрыш у ребенка, получение диплома, сертификата, окончание школы, вуза, успех на соревнованиях, поступление куда-то, может поступление в какую-то, не знаю, другую страну, там, в университет международный. Для кого-то это будет известие о беременности, о рождении малыша в семье. Вы можете узнать, что станете мамой, папой, тетей, дядей. 5-й дом еще и про любовь, личную жизнь. Кому-то сделают предложение, скорпионы. Кого-то позовут на свидание, которое перевернет все. Может быть, знакомство судьбоносное. Отношения выйдут на новый уровень. Вы съедетесь, объявите о помолвке, решите быть вместе уже официально. Если вы одиноки, может вспыхнуть какой-то роман, легкий, красивый, с человеком издалека, или в поездке вы познакомитесь. 5-й дом отвечает еще за мероприятия какие-то, праздники, ивенты, дни рождения, свадьбы. Может быть, у вас радостные события в семье, крестины. Еще в этот день, несколько дней до-после, может проиграться через собственное дело и творчество. Возможно, вы заканчиваете проект, над которым вы работали, получите за него признание, наконец-то начнете блог, выиграете какой-то конкурс, выступите, не знаю, опубликуете что-то, над чем работали. Вам может прийти идея, которая, не знаю, от которой загораются глаза, и вы поймете, вот оно мое, я хочу этим заниматься. Или, наконец-то, ваше хобби начнет приносить вам деньги. Так как Венера находится в 9-м доме гороскопа, то это все будет связано с другими странами, международными компаниями, иностранцами, людьми другой культуры. Может быть и праздник за границей, и любовь с иностранцами, творческий успех на международном уровне, в интернете, радостная новость от тех, кто далеко. В районе этой даты не отмахивайтесь от приглашений. Если вас зовут в гости, на свадьбу, на день рождения, идите. Если вам хочется устроить праздник себе и близким, устраивайте, собирайте. Сейчас любое проявление радости работает как магнит для удачи. И будьте открыты к любви. 31 мая происходит второе полнолуние месяца. Для вас оно закрывает май на важной финансовой точке. Полнолуние в Стрельце происходит в вашем 2-м доме гороскопа. Сектор личных финансов, заработка, имущества, ценных вещей и вашей самооценки. Как и любое полнолуние, это итог, результат и кульминация. Это не начало чего-то нового. Стрелец – знак огненный, масштабный, громкий, и полнолуние не будет тихим. Какой-то финансовый вопрос, который созревал, может проявить себя резко. Вам на счет может упасть какая-то сумма, которую вы ждали. Вы получите известие, которое закроет денежную тему, долг, выплату, зарплату, возврат. Придется закрывать какой-то финансовый вопрос. Наконец-то вы оплатили и выдохнули, все, освободились от этого. Стрелец любит правду, в том числе и в деньгах. Вы увидите свой реальный доход, свою реальную ценность без прикрас. Может быть, вы наконец по этому полнолунию решите, что все, вы поднимаете ценник, у вас будет другой прайс, если вы работаете на себя, или пойдете и скажете руководству, что вы хотите повышение зарплаты. Выплаты могут быть гонорар, премия, зарплата, то, о чем вы договаривались, и деньги, которые вы заработали. Может быть покупка билетов, может быть покупка какой-то дорогой вещи, которую вы давно планировали, копили на нее. Продажа или имущества, или получение денег на руки. Может состояться какая-то купля-продажа, поэтому полнолуние 2 недели после. Так как полнолуние происходит в Стрельце, а 2-й дом денег не только финансы, это еще и самооценка.
Может дать это полнолуние ощущение, что я стою больше. Вы поймете, что заслуживаете лучшей зарплаты, лучших условий, лучшего отношения к вашему труду. И это понимание само по себе станет результатом. С ним вы пойдете в следующие месяцы и будете требовать свое. Если вы там работаете с клиентами, стеснялись там, не знаю, говорить, что нужно доплачивать за какие-то доп. Услуги или еще что-то, то сейчас вы будете все высказывать и говорить: нет, это уже не старая цена, нужно доплатить, нужно оплатить сейчас, или вы будете оплату брать наперед. Но именно в день полнолуния и пару дней до после будьте осторожны с финансами, перепроверяйте все, особенно если вы какие-то крупные покупки совершаете или крупную сумму куда-то вносите, залог отправляете. Спонтанных покупок не делайте и крупными суммами лучше не рискуйте в районе этих дат. Не влезайте ни в какие авантюры. Все, что вы посадили раньше по новолунию, сейчас придет в виде урожая. Но новое лучше не закладывать, особенно если оно связано с риском. Поэтому полнолунию не хвастайтесь деньгами и не жалуйтесь на их отсутствие, потому что Стрелец – знак изобилия. Но он же и знак крайности. Даже финансовую вообще какую-то информацию рассказывать кому-то, что я получил крупную сумму или я там буду покупать себе что-то, лучше не нужно хвастаться. И держите финансовую информацию при себе. Не обещайте денег, которых у вас еще нету в руках. Полнолуние высветит реальность, и пустые слова могут обернуться против вас. Подписывайтесь на канал, ставьте, пожалуйста, лайк, пишите комментарии. Благодарю вас за поддержку, за просмотр и желаю вам удачного и счастливого месяца, дорогие скорпионы.